Ответ Карима Бензема на обвинение. Дисквалификация Папу Гомеса. Интер Майами заинтересован в покупке Суареса. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом выпуске. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Джейдон Санчо уже 1,5 месяца не тренируется с основой МЮ. Его отстранили из-за конфликта с Эриком Тен Хагом. В зимнее трансферное окно Санчо может сменить клубную прописку. Как сообщает Sky Sports, футболист может перебраться в Германию, Италию или Турцию. Клубы из этих стран рассматривают возможность краткосрочной аренды игрока. Ранее в прессе появлялась информация о том, что серьезный интерес к Санчо проявляют Ювентус и Дортмундская Боруссия. Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау выразил свою поддержку полузащитнику Сандро Тонали, над которым нависла угроза дисквалификации на 1 год. На своей пресс-конференции Хау подтвердил, что Тонали может сыграть против Кристал Пэлас в субботу, а также пообещал не бросать 23-летнего игрока в беде. Главный тренер Интер Майами Херардо Мартино подтвердил наличие интереса у его клуба к Луису Суаресу. Если говорить о подходах к следующему сезону, тому, что нам потребуется, то мы рассматриваем вариант с Луисом и вариант без Луиса. И когда наступит момент, чтобы прояснить ситуацию с Суаресом в отношении Интер Майами, мы будем готовы двигаться в соответствующем направлении, приводит слова Мартино ESPN. Саудовцы заинтересованы в переходе Ансу Фати. Как пишет Диарио Спорт, игрок уходил в Брайтон с целью проявить себя, а затем вернуться в Барселону. Однако Ансу играет не так ярко, поэтому вокруг его будущего повисла неопределенность. На этом фоне интерес к испанцу проявляют клубы из Саудовской Аравии. Они уже провели первые контакты с окружением игрока. Манчестер Юнайтед намерен подписать Федерику Ди Марко. Как сообщает Team Talk, манкунианцы планируют приобрести 25-летнего левого защитника Интера и сборной Италии в январе. По данным источника, за Ди Марко также следят Реал и Наполи, но миланский клуб не горит желанием продавать игрока и хочет подписать с ним новый контракт с увеличением зарплаты с 3 до 5 миллионов фунтов в год. Папу Гомес дисквалифицирован на 2 года за нарушение антидопинговых правил. Как пишет Релево, Гомес, который в сентябре расторг контракт с Севильей, а затем перешел в Монцу, получил уведомление от антидопинговой организации о том, что он отстранен на 2 года. Пока неизвестно, подаст ли Гомес апелляцию и будет ли сокращен срок его наказания. Запрещенное вещество в организме Гомеса было обнаружено в ноябре 2022 года, за несколько дней до старта победного для Аргентины чемпионата мира. Эдди Хау входит в число кандидатов на долгосрочную замену Гаррету Саутгейту. Футбольная ассоциация Англии рассматривает главного тренера Ньюкасла на случай провала сборной на Евро 2024. Однако Хау пока не заинтересован в работе с 3 львами и намерен остаться в Ньюкасле на несколько лет. Мадридский Реал планирует вернуть Жозе Мауриньо на пост главного тренера следующим летом и рассматривает его как основную замену Карло Анчелотти, сообщает Mundo Deportivo. Ожидается, что Анчелотти покинет Мадрид в конце сезона, чтобы занять место тренера сборной Бразилии. Испанская команда сейчас ищет ему замену. Адвокат Карима Бензема рассказал о влиянии обвинений в связях с террористами. В четверг вечером я разговаривал с Каримом Бензема, и он впервые сказал мне: «Я слышал столько всего о себе, столько несправедливых вещей, но впервые страдают мои дети, потому что их отца называют террористом. Эти люди должны думать о том, как жестоки их слова», — сказал Хью Квижье для France Info.
Также известно, что Бензема подаст 2 иска в суд на Дарманина. Также он обвинит в клевете политика Эрика Земура, который заявил, что форвард хочет соблюдать законы шариата. Брайтон официально объявил о подписании нового контракта с японским полузащитником Каору Митомой. Соглашение рассчитано до июня 2027 года. Карло Анчелотти не заинтересован в том, чтобы стать главным тренером Манчестер Юнайтед, сообщил репортер Эль Чирингито Бенджамин Лопес. Испанский журналист утверждает, что Красные Дьяволы отправили итальянцу предложение через его агентов, но тот ясно дал понять, что не хочет возвращаться в Англию.